А спонсор данного видео – ваши комментарии. Под моим прошлым видео про пины, если вы его еще не смотрели, ссылка на него появится в правом верхнем углу экрана прямо сейчас. Собралось много комментариев с вопросами. Часто говорили, что нехватка пинов на моделях сделана для баланса. Эти люди правы, но лишь наполовину. Действительно, некоторые детали в игре имеют очень удобное расположение пинов. Например, разрядник, маховик и циклоп. Однако они задумывались такими. Если посмотреть на их модель, то видно, что на ней нет места, куда бы по логике можно было добавить больше пинов. И в случае с ускорителями перезарядки, неудобно расположенные пины наблюдаются у всех деталей в линейке. Действительно, разработчики иногда балансируют детали через пины, но если они это делают, то модель детали логически соотносится с пинами детали. Это стабильно происходит с конкретной линейкой деталей, и в целом балансировка через пины случается очень редко. Иногда у одной детали пины отсутствуют, хотя у другой похожей детали в этом же месте пины есть. И сама модель выглядит так, будто пины должны быть в всех местах. В таких случаях это не балансные изменения, а недоработка. Также неоднократно говорили, кому это нужно и что в Кросауте есть более важная проблема. Начнем с того, что Кросаут — это игра-конструктор, один из рекламных слоганов, который про сборку машины из сотен деталей. Подобные недоработки напрямую мешают конструированию и ограничивают возможные варианты итогового крафта. Действительно, в Кросауте есть более важные проблемы. Странно работающая физика, плохой баланс, большое количество pay-to-win вещей, несвоевременные балансные правки и так далее. Однако наличие этих проблем не мешает мне обозревать другие проблемы. Это классический пример приема whataboutism, или если переводить на русский, а что скажешь о другом. В данный момент я обозреваю конкретную проблему, которая не имеет ничего общего с вышеуказанными проблемами. Представь, что ты говоришь о том, что тебе нравятся яблоки и что они полезны, а тебя спрашивают мнение о бургерах, чипсах, ананасах, стейках и пирожном картошка. Да, у тебя, несомненно, есть мнение о них, но в данном случае ты говоришь только о яблоках. Было бы глупо, если для того, чтобы сказать мнение об одной вещи, тебе надо было бы сказать мнение о всех темах в мире. Разобравшись с комментариями под предыдущим видео, мы переходим непосредственно к части с пинами. Начнем мы с самых страшных экземпляров. Кабина ВВТ. Ее пины — это сплошной мем. У нее буквально украли более 50% пинов. У Докера тоже отняли довольно много пинов. У дальнобоя не хватает 16 пинов рамы, а также обычных пинов внутри колесной арки. Кстати, у Спасителя с похожим форм-фактором есть пины рамы и пины в колесной арке. Еще один пример случайных решений разработчиков по поводу пинов. У Соратника не хватает пинов рамы спереди, и также не хватает пинов внутри колесной арки. У Зубодробителя Пилигрима эти пины имеются. Почему бы и не дать их легендарной кабине? У Жокея не хватает пинов по всему периметру снизу. Рыг. Где-то в 2019 году ему сменили модель, а дополнительные пины добавить ему забыли. Комбайну можно добавить дополнительные пины по бокам и сверху. Снизу добавить не получится из-за разницы по высоте. Внимательные зрители заметили, что я добавил по одному пину спереди. Вы будете удивлены, но на этом небольшом выступе пин идеально вписывается. Для бура можно добавить дополнительные пины по бокам. К сожалению, всего на один в длину. Если ставить их дальше, то они будут частично висеть в воздухе. Новая механическая нога драйвер. У всех мех-ног крепление 1 на 4 пина, и драйвер не является исключением. Но основа его модели выглядит так, будто снизу можно было бы добавить базу 3 на 4 пина, чтобы крепить туда конструкционные детали и модули. У медиана и шкуродера почти одинаковая основа. У медиана даже чуть больше, но у шкуродера пины в форме 4 на 4, а у медиана они в форме креста. Выводы делайте сами. Углы у Афины занимают примерно половину пина, но угловых пинов у нее нет. Хотя, учитывая, насколько у Афины массивная основа, это не так страшно. Якадзуне также можно добавить пины на колесную арку. Однако всего лишь 6. Если добавить пины сбоку, то детали там будут крепиться за воздух. У Слейпнира основа длиной в 4 пина, но крепится эта гусеница всего лишь за 2. Также и с гусеницей малой, хотя место там на 4 пина. А если немного подвинуть физическую модель, то на все 5. У Атома с его основой в 4 пина длиной, к слову, имеются все 4 пина крепления. Максвеллу можно добавить пины на каждый бок. И Доплеру, кстати, тоже. Если поставить рядом какую-нибудь деталь, то она будет плотно прилегать к креплению Доплера. У всех орудий Синдиката, кроме тебя, Панджа,
Одинаковая квадратная основа. Она занимает примерно 3/5 пина в высоту, но точек крепления сбоку у нее нет. Кроме всеми любимой занерфленной пушечки Рейдзина. И да, у Рейдзина, конечно, есть дополнительные выступы, которые дают там полный пин, но если быть честным, немного странно, что для него сделали такое исключение. Да и сам Рейдзин имеет много прочности, 1165, в отличие от остальных синдикатовских орудий, у которых в среднем выходит где-то 500. Поэтому дополнительные пины бы им явно не помешали. Если просветлению дали столько пинов, которые выглядят крайне ненадежно, то я не вижу проблемы в выдаче пинов для других орудий. Тем более, что они наносят и принимают гораздо больше урона, чем просветление. И это все. Конечно, есть еще некоторые кабинные орудия, у которых немного не хватает пинов, однако в данном эпизоде мы в основном рассматривали более серьезные примеры. Есть детали с буквально парой отсутствующих пинов, но, как по мне, смысла рассматривать их нет. Возможно, что будет третья часть, но на обзор остаются в основном лишь конструкционные детали.